Привет, друзья! Меня зовут Александр Синчугов, я дизайнер интерьера и соруководитель дизайн-студии Нечаев-Синчугов. И сегодня я покажу вам интерьер, реализованный по дизайн-проекту нашей студии. Квартира находится в жилом комплексе One Trinity Place, и это один из самых моих любимых жилых комплексов в Петербурге. И по локации он находится на моей любимой Петроградской стороне, и по архитектуре. Ее разработало лондонское бюро Squire & Partners. Я уже давно хотел сделать здесь какой-нибудь проект, присматривался к этому дому, и сейчас такая возможность появилась. Когда я впервые приехал на знакомство с объектом, я как будто бы попал в дорогие апартаменты в Дубае. Все квартиры в этом жилом комплексе продаются уже с чистовой премиальной отделкой и сразу же готовы к эксплуатации. На полу лежит качественный паркет. За потолками встроена система кондиционирования. Вместо керамогранита используется дорогой мрамор, а из смесителя от Гроя подается кипящая вода. Но если ограничиться покупкой мебели, интерьер будет выглядеть стерильно и безлико, как будто вы в дорогом отеле, а не у себя дома. А я в последнее время очень много внимания уделяю домашнему уюту. Заказчик нам очень доверяет, и мы для него уже сделали несколько проектов. Перед нами поставили задачу преобразить интерьер в уютный и домашний. Пространство квартиры должно было наполниться предметами мебели и искусства в концепции тихой роскоши, когда используются дорогие премиальные материалы самого высокого уровня, при этом не кричащие о своей стоимости. Планировка довольно классическая. Пространство кухни-гостиной с панорамным эркером, мастер-блок, состоящий из спальни, проходной гардеробной и мастер-ванной, а также детская комната, коридор и гостевой санузел. Изначально планировочное решение квартиры было оптимальным, и мы не стали ничего переделывать и ограничились только декорированием. Разрабатывая интерьер, нам не хотелось играть в классику и украшательство. Мы ушли от минимализма и плоского гостиничного интерьера, создавая более индивидуальное пространство. В декоре стен использованы гипсовые грани, добавившие пространству глубины. В изначально доставшейся нам отделке все примыкания дверей, пола и потолка к стенам шли через теневое примыкание, и мы сохранили его в гипсовых стеновых панелях и всей корпусной мебели. Ремонт уже давно закончен, но так как квартира предназначена не для постоянного проживания, заказчик-перфекционист получил возможность постоянно что-то доделывать и доводить интерьер до совершенства. За годы практики в дизайне интерьера я не раз замечал, как у заказчиков аппетит приходил во время еды, и на объектах увеличился бюджет и происходили какие-то переделки. Чаще всего спонтанные покупки были все-таки неудачной попыткой минимальными средствами добиться хорошего результата. Единственное, что я могу сказать на эту тему, самое правильное – это сразу делать качественный ремонт и сразу же приобретать соответствующие вашим ожиданиям материалы, даже если реализация из-за этого затянется, а бюджет вырастет. Зато не надо будет ничего переделывать, и после ремонта не останутся ненужные предметы интерьера, которые теперь непонятно куда девать. В ходе ремонта заказчик заменил почти все люстры. Первоначально это был китайский свет, который сейчас преобладает на строительном рынке. И когда китайские светильники заменили на итальянские от фабрики Яго, этот свет смотрелся на порядок роскошней.
Диван с обивкой, буклированной тканью, изготовили по нашим эскизам в Петербурге, и его дополняет итальянские кресла от Максалта и Натуцци. Отделка деталей кухни античной латуни задала тип декоративного металла для всей заказной мебели. Телевизионная зона оформлена мягкими тканевыми панелями природных обтекаемых форм, добавляющих мягкости интерьеру и обрамляющихся изящными латунными элементами. Изначально на мебельном производстве нам предложили сэкономить и использовать не натуральную латунь, а МДФ, крашенный краской под латунь. И это было согласовано с заказчиком, но когда изделие было уже изготовлено и установлено на квартире, заказчику это не понравилось, внешний вид, и мы решили заменить МДФ под латунь на настоящую латунь. Конечно, это заняло много времени, это стоило, я не знаю, во сколько раз дороже, но итоговая картинка, ни в какое сравнение не идет и, конечно же, очень сильно впечатляет. Панели сразу же стали смотреться чем-то настоящим и ценным. Дорогой премиальный интерьер не может быть уютным, если не отражает ценности и эмоции своих хозяев. Я твердо уверен, что невозможно добиться этого, если в квартире нет предметов искусства. К счастью, мое видение в этом вопросе совпало с видением заказчиков, и в пространстве квартиры появились картины. Это настоящая авторская живопись, вызывающая у хозяев квартиры эмоции, ассоциирующая квартиру с ними. Обеденный стол и другая корпусная мебель произведена по нашим эскизам в Петербурге. Столешница шпанирована палисандром, а кант выполнен из жидкого металла. Для меня палисандр – это одна из самых красивых пород дерева. Ножки выполнены из фанеры, также шпанированные палисандром, с наконечниками из цельной латуни. Обеденные и полубарные стулья от Каталан Италия. В архитектуре потолка уже была ниша для штор, и мы для создания приватности отсекли эркер от гостиной текстилем, но умышленно не стали доводить нишу до конца. Так появилась игра в асимметрию. Квартира изначально была укомплектована премиальной кухней с фасадами из шпона ореха, латуни и даже натурального мрамора. Столешница была также из мрамора, а фурнитура из сатинированной латуни. Встроенная бытовая техника от NEF и Bosch. Мне очень понравилось решение с глухой части пеналов в левой части кухни, которая маскирует вент-канал. Кухня смотрится цельно, и вентиляционный канал не рушит красивое сочетание цветовых объемов. В этой кухне и острове мы не стали ничего менять. От прихожей кухню отделяет стеклянная перегородка в алюминиевом каркасе с заполнением стекла металлической сеткой. Мне очень нравится это решение, и я назвал бы его переосмыслением лофта в сторону уюта. В коридоре и кухне на полу лежит натуральный мрамор. Я, конечно же, не считаю это решение практичным, но натуральные материалы в интерьере – это как одежда от кутюр. Это не про практичность, а про индивидуальность. Когда хозяева квартиры стали здесь жить, стало понятно, что для размещения уличных вещей и обуви пользоваться шкафом в коридоре было невозможно. 2 из 3 отделений занимали хозяйственные вещи, стиральная и сушильная машины. Была необходима вешалка и обувница. Еще в прихожей не хватало ростового зеркала. Мы разработали дизайн этих предметов с отсылками к ар-деко и большим количеством латунных деталей. И очень долго искали исполнителей. В итоге результат превзошел все ожидания. Мы получили 2 сложных в исполнении индивидуальных предмета, погружающих в эстетику квартиры с самого порога. С вешалкой нужно было учитывать еще и то, что она за счет полнотелой латуни весит 160 кг, а из-за теневого примыкания к полу она могла крепиться только на стену.
Межкомнатные стены в этой квартире изначально от застройщика были из гипсокартона без каких-либо закладных. И нам пришлось расшивать стену, заводить туда такие довольно серьезные закладные, опять зашивать, все красить, то есть мы конкретно подошли к этой стене. Но в ремонте такого уровня нет неважных моментов. В гостевом санузле было решено ничего не менять, кроме межкомнатной двери. По первоначальному замыслу она сдвигалась в стену, и нет ничего более неудобного, чем такое открывание. Замена на распашную дверь прошла очень аккуратно, и сейчас невозможно догадаться, что мы что-то поменяли. Еще на стену, облицованную натуральным мрамором, был добавлен гигиенический душ. И это был уже совсем высшим строительным пилотажем, так как ничего не было разрушено. Опираясь на свой опыт, могу с уверенностью сказать, что на стройке нет ничего невозможного. Все можно реализовать или переделать. Ограничением является только уровень ваших строителей и объем затрат на переделку. В спальне царит атмосфера американской классики. Кровать с мягким высоким изголовьем. Стена, декорированная панелями в шпоне ореха. Акцентный латунный руст не только маскирует стыковку листов шпона, но и добавляет шарма, уводя нас от минимализма. Гипсовые панели на стене с телевизором продолжают визуальную концепцию гостиной. Изначально в ремонте от застройщика не было декоративного света, был только технический. Но за потолком уже была электрическая разводка, и мы везде добавили декоративный свет. Ажурная люстра, крупные настольные светильники, тяжелые шторы. Все эти элементы наполняют небольшую спальню роскошью и комфортом. Чистовая отделка ванной комнаты досталась нам от застройщика вплоть до аксессуаров. Раковины, ванный унитаз от Вивро и Бох и стены, облицованные натуральным мрамором. Все эти дорогие предметы не было никакого смысла менять. Все, что мы здесь доделали, это заполнили швы раскроя мрамора герметиком. Тем не менее, я хотел показать вам эти помещения, чтобы вы получили общее впечатление от гармонии между помещениями всей квартиры. Изначально планировка гостевой комнаты была зеркальным отражением мастер-спальни, где стояла двуспальная кровать и встроенный шкаф. Мы переделали комнату под интерьер для мальчика 12 лет. Вдоль стены расположилась кровать с мягкой стеновой панелью из разноцветных лоскутов. Эта стеновая панель делает комнату более яркой и детской, в отличие от остальных комнат в квартире, в более сдержанной цветовой гамме. Вдоль противоположной стены мы организовали рабочее место для школьника, поставили письменный стол и удобный стул от Блок-Концепт. Окна обоих спален выходят в тихий и всегда залитый солнцем внутренний сад. Конечно же, работа с премиальными материалами требует особого внимания и ответственности. В ходе реализации возникло множество сложных моментов, но мы их все решили. Основное время ремонта заняли не отделочные работы, а изготовление сложных интерьерных предметов. Доставка заказных позиций из Европы и доведение деталей до совершенства. В этой квартире сочетание форм, цветов, материалов и отсутствие броских кричащих элементов создают эмоцию гармонии, ощущение чистоты и домашнего спокойствия.
Тихая роскошь ощущается в каждой детали интерьера, как легкий аромат изысканного парфюма. Заказчики остались довольны результатом проделанной работы, и мы в данный момент уже проектируем для них несколько следующих объектов. Заходя в полностью преображенный интерьер, сразу же ощущается тепло, комфорт и уют. Мы погружаемся в обитель спокойствия и изысканного вкуса. Каждый предмет, каждая деталь индивидуальна и находится на своем месте. Предметы искусства отражают в себе хозяев квартиры и их ощущение прекрасного. Чем больше интерьер персонифицирован, тем уютнее в нем находиться. Эта квартира вдохновляет и наглядно демонстрирует, что красота кроется во внимании к деталям и постоянному стремлению к совершенству.